Сентябрь 2024 года. Мой путь лежит в Крым, в Ялту. Сначала я лечу самолетом из Красноярска в Москву. Там ночую одну ночь, затем еду на поезде в Симферополь. Я еду в Крым по делу. Там проходит Международный Ялтинский телекинофорум «Мы вместе». Так как я занимаюсь киносъемкой, то я отправил свои работы на этот кинофестиваль, и 3 мои фильма вышли в финал. 1 документальный фильм и 2 короткометражных метра. Все финалисты приглашены в Ялту, где будут объявлены победители в каждой номинации. А как вы знаете, если у меня случаются какие-то поездки или командировки, я стараюсь совместить их со съемками мистических расследований. И в этот раз я планирую расследовать одно паранормальное событие в Москве. А также у меня состоится интересная мистическая встреча в Ялте. А сейчас я направляюсь в московское метро. Я несколько раз был в Москве, и каждый раз, спускаясь в метро, я как будто оказываюсь в другом мире. Легенды гласят, что здесь есть поезда-призраки, секретные ветки, пропавшие станции и бункер Сталина. Московскую подземку причисляют к аномальным зонам города, где нередко происходят загадочные и необъяснимые события. Это не просто транспортная артерия мегаполиса, но и хранилище множества таинственных историй и городских легенд. И когда-нибудь я сниму несколько серий мистических расследований в московском метро. А может быть и не только в московском. Еще я был в новосибирском метро, а также у нас в Красноярске строят несколько веток метрополитена. И наверняка там будет происходить что-то загадочное и паранормальное. Но сегодняшнее расследование будет посвящено не московскому метро. Я приехал на знаменитый московский Арбат. Старый Арбат хранит память о великих людях разных эпох, от Пушкина и Толстого до Окуджавы и Цоя. Здесь жили, работали и просто прогуливались великие поэты и писатели, композиторы и певцы, ученые и политики. На Арбате можно встретить выступления музыкантов, танцоров и даже актеров, показывающих мини-спектакли, посмотреть картинную галерею, посетить театр Вахтангова, покушать в ресторане, а также прикоснуться к стене памяти музыканта Виктора Цоя. В доме номер 53, который был построен в 1777 году, находится музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина. А в 80-е годы XIX века в этом доме жил брат Петра Ильича Чайковского, к которому приезжал гостить сам великий композитор. Большинство зданий построены в XIX веке, но кроме старинных есть и современные сооружения. Здесь, на Арбате, я встречаюсь со своим знакомым, который сейчас живет в Питере, но часто бывает по работе в Москве. Он верующий человек и останавливается в одной интересной гостинице. Именно там он и заметил паранормальное явление, о которых решил рассказать мне при встрече. Но он просил не раскрывать его имя и не показывать его внешность, поэтому я не буду записывать наш разговор. Я отправился в гостиницу, чтобы провести там ночь, но оказалось, что мест нет. Поэтому в сентябре я в эту гостиницу не попал. Но у меня состоялась командировка в Москву в декабре 2024 года, и тогда мне удалось переночевать одну ночь в этой паранормальной гостинице. Поэтому сейчас вы увидите декабрьские съемки, а потом мы вновь вернемся в сентябрь, где я поеду в Ялту на кинофестиваль, и там произойдет интересная встреча. Ну а сейчас перенесемся в декабрь 2024 года. Итак, сейчас осмотрим номер, что здесь есть интересного и какие комнаты здесь есть. Первое — это вот эта прихожая, здесь шкаф. Дальше мы идем в следующую комнату. Здесь у нас находится кресло, столик, значит, еще один столик, окно.
Дальше у нас есть вот здесь комната, это спальня. Вот, в этой спальне находится, вот именно в этом номере, 2 кровати. Соответственно, вот здесь у нас есть иконка в этой комнате. Вот здесь у нас есть такая картина, достаточно интересная. Вот. Дальше здесь же, вот с этой комнаты, есть еще один выход в ванну. Сейчас мы туда пройдем. Приходим сюда. Вот она. Здесь находится сама ванна, умывальник, зеркало. Ну и куда же здесь без унитаза? Вот. А прямо над ним, угадайте, что? Правильно. Телефон. В спальне 2-й телефон. А вот это 3-й телефон. Так, номер посмотрели. Сейчас выйдем в коридор, посмотрим его, фойе, лестницу и лифты. Так, вот я нахожусь в коридоре. Вот такой длинный коридор, который проходит через все здание. Сейчас я дойду до фойе и там сяду, и там уже буду разговаривать. Так, вот небольшой холл. Здесь находятся лифты. Я живу на 3-м этаже. Значит, вот здесь есть место, где посидеть. И одна интересная штука. Так красивенько мигает вот этот знак. Так, почему я здесь оказался, в этой гостинице? Сейчас я вам расскажу. Значит, здесь, в этой гостинице, одно время ночевал мой знакомый из Красноярска. Вот, он был здесь в Москве проездом и жил здесь несколько дней, ну, почти неделю. Вот, и он заметил здесь ночью появление каких-то светящихся шаров, либо, как он сказал, сгустки энергии. Вот, значит, его наблюдение было ночью. Он жил на 3-м этаже. И я, когда приехал сюда, в Москву, решил здесь провести одну ночь. И провести тайное расследование и выяснить, есть здесь что-то паранормальное или нет. Значит, сейчас наступила ночь, темнота, здесь есть жильцы, они спят, поэтому я буду разговаривать тихо и аккуратно ходить. Я поставлю камеры в коридорах, в фойе, на лестнице. Вот, и буду записывать, появятся эти шары или нет. Также я буду иногда ходить, пытаясь активировать паранормальное событие, если таковое имеет место быть. Вот, поэтому у меня есть одна ночь для того, чтобы выявить, зафиксировать паранормальное событие. Так, вот здесь, как я говорил, висят картины. Вот такая картина.
пойду за камерами. Будем устанавливать скрытое видеонаблюдение и ловить паранормальное. Вообще, так как гостиница находится при монастыре, то здесь очень хорошая атмосфера, очень положительная энергетика. Я вот здесь нахожусь, ничего негативного не чувствую, то есть вообще состояние очень хорошее. И даже если мой знакомый видел вот эти шары, то, по его словам, он тоже не чувствовал ничего плохого. Вот. Ну ладно, проводим исследования по схеме видеонаблюдения и зрительный контакт. Номер хороший, достаточно спокойно, тихо. И я нахожусь здесь, и я чувствую, что мое состояние нормальное, спокойное, положительное и позитивное. Вот, то есть ничего паранормального я не чувствую. Здесь все хорошо, все спокойно. Итак, сядем-ка мы на диван вот сюда. Так. Расскажу немного о гостинице. Здесь в номере я нашел буклет, и в нем написано, что эта гостиница входит в единый архитектурный ансамбль со старинным монастырем. А этот монастырь самый древний в Москве. И с 2018 года директором гостиницы является настоятельница Покровского женского монастыря. Во всех номерах, а также в коридорах и в фойе есть картины и православные иконы. Вообще, мой знакомый жил в этой гостинице на 3-м этаже. И я сейчас тоже живу на 3-м этаже. Вообще, я хотел попасть в его номер, но у меня не получилось. И так, ничего себе такое. Раздалось гудение, как будто электричество гудит. И у меня аж на затылке волосы приподнялись, как от статического электричества. Так, что-то
странное творится. Фу. Пойду-ка, однако, камеры проверю. Так, сейчас я эту камеру брать не буду, чтобы сильно не палиться, вдруг охрана заметит, там у них свои камеры стоят. Поэтому оставлю ее здесь. Значит, я прошел, проверил камеры, все на месте, но происходит что-то странное. Поэтому я сейчас пойду ходить по коридорам. Сейчас глубокая ночь, я буду потихоньку ходить и постараюсь почувствовать это паранормальное. Может быть, увижу глазами, может быть, почувствую опять статическое электричество. Вот. В общем, начинается охота на живца. Так, камеру вот эту я брать не буду, а буду просто ходить, как будто я житель, то есть житель этой гостиницы, который просто ходит, и ему не спится, у него бессонница, и он просто решил немножко прогуляться по коридорам и посмотреть картины. Вот такая у меня будет легенда, если вдруг охрана придет и спросит, что как бы я там хожу. Вот, поэтому эту камеру я сейчас оставлю здесь, в номере.
действительно летают какие-то шары. Я их видел, я их чувствовал, но в то же время мои ощущения были положительные, то есть ничего негативного я не чувствовал. Мне кажется, что это что-то доброе. Вот, сейчас близится утро, поэтому я соберу камеры, и нужно будет их все осмотреть. Если на них попали эти паранормальные шары, то нужно будет все осмотреть, выявить эти моменты и проанализировать. И желательно бы, конечно, было бы очень полезно проконсультироваться у Паши. Вот, попробую выйти с ним на контакт, просто показать ему материалы, если такие будут, и узнать его мнение. Паша, ты посмотрел видео с летающими шарами? Посмотрел. Что можешь о них сказать? Сначала скажи, что чувствовал в ту ночь. Ну, это одно из немногих мест, где я не чувствовал негатива. Наоборот, даже когда я краем глаза замечал движение и знал, что рядом что-то летает, я чувствовал спокойствие, тепло и защищенность. Все правильно. Потому что эти шары излучают свет, любовь и добро. Но это какие-то сущности? Не совсем. Дело в том, что это место святое. Оно пропитано верой в Бога. Эти шары — это удары колокола. Чистая энергия. Каждый удар в колокола создает такие шарики. И там, где они летают, люди ощущают благодать и светлую силу. А такие шарики появляются во всех храмах, где звонят в колокола? Нет, только в особенных местах. Но любой колокольный звон, он исцеляет. Когда люди слышат звон, они ощущают невидимую поддержку. Вот такую поддержку получил и ты. Ну что ж, я пожелаю всем людям на нашей планете встретить светлую силу, а также мира, добра и счастья. Храни вас Бог.